Привет, дорогие друзья! Ну что, у нас ни дня не проходит без опубликованных прослушек Лукашенко. Только мы вчера отсмеялись над новыми переговорами Ника и Майка, как танки едут и уже практически перешли границу Белоруссии. Лавров, наверное, довез эти перехваты до Москвы, отдал их не в разведку, а Жириновскому, и Жириновский сегодня озвучил план войны. Я думаю, это можно смотреть с удовольствием. Поехали. Друзья, я просто вами восхищаюсь. Как вы это делаете, я не понимаю, но 200 тысяч просмотров за ночь. Весь мир с Республикой Беларусь. И хочет, чтобы побыстрее этот ужас закончился и диктатор свалил. Я вчера забыл включить самую главную новость из его пресс-конференции о перехваченных переговорах. Он же перехватил не только Ника и Майка, он еще перехватил Координационный совет, переговоры. И он сделал самое главное заявление вчерашнего вечера, без которого я не могу начать этот ролик. Я хочу, чтобы он был позитивный. Я ничего не решаю. Наш президент в Литве. Ну, ведь классно, что уже даже Лукашенко начинает это признавать. Это хорошо для всех. Пусть ему теперь это по ночам снится и догоняет его. Но прежде чем мы перейдем к самому уникальному политику постсоветского пространства Жириновскому, он же Жирик, он же вечный оппозиционер, который поет «Боже, царя храни», получая медальку от Путина. Он получил документы от диктатора, где спецслужбы перехватили план по войне. Постарайтесь не смеяться, это очень серьезно. Но сценарий есть, участники подготовлены. Вы помните, наверное, проводились учения военные некоторых частей НАТО. Статисты должны быть знающие русский язык. Друзья, я вам не дам спокойно смотреть, там всего 50 секунд, надо смеяться сразу. Сколько человек помнит недавние учения НАТО, где обязательное было присутствие статистов, которые знают русский язык? Ну, наверное, все переживали. Это как бы по легенде натовская армия захватывает русский город, и как она будет расправляться с нашими жителями. Поэтому по сценарию украинцы нападают на... Друзья, вы слышали эту легенду? Натовская армия нападает, но по сценарию нападает украинская армия. Я не знал, что мы уже в НАТО просто. Удивительно. Так, наверное, будет стране легче, это точно. Крым, на Донбасс. И мы встаем на защиту, значит, уничтожаем украинскую армию. В это время на помощь идет польская армия. Все на территории Украины, чтобы не задействовать территорию натовских стран. Польская армия тоже гибнет. То есть мы нападаем на свои собственные территории, мы их не освобождаем. Украинская армия поднимает флаги НАТО, нападает на свои собственные территории, ее разбивают. И тут на Крым и Донбасс нападает Польша. Ее тоже разбивает. Тогда подключается немецкая армия, и происходит столкновение между немецкой и русской армией, и договариваемся о разделе Украины. Западные районы будут называться Галиция, новое государство, там Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно. Вот 5 территорий.
которые от Польши отошли в 1939 году. И это новое государство и в ЕС берут, и в НАТО. А 70%, даже 80% остальной Украины в состав России, как области. Харьковская область, Донецкая и так далее. Вот такой план. Знаете, просто у меня хорошее настроение от того количества комментариев, когда у нас постоянная аудитория 10 тысяч лайков против 300 дизлайков. Внутри комментариев даже приятно общаться. Поэтому я себе, простите, позволил сегодня улыбаться. Потому что я рад, что людей, которые понимают этот бред, их гораздо больше. Тут дальше Жирик продолжил. Он не стал говорить слово Лукашенко, но на примере Лукашенко он объяснял Трампу, как нельзя проигрывать выборы. Трамп мог бы остаться, но слаб, потому что делать деньги это можно, это тяжело, а удерживать власть при отсутствии мощной поддержки собственных политических структур тяжелее. Ну и сейчас он бы мог власть удержать, вывести все свои войска, Афганистан, Ирак, Сирия, Европа, Южная Корея, Япония, из НАТО выйти и, может быть, даже остановить, значит, вступление в должность Байдена, применив, так сказать, какие-то методы воздействия на судей, на губернаторов, на продолжение подсчета. То есть нарушений огромное количество. Он имеет полное право выборы не признавать и не считать возможным передачу власти Байдену. Если хватит ему силы духа, он останется президентом. Друзья, этот ролик я уже не хочу комментировать. Все с ним понятно. Это репетиция удержания власти в России через 3 года. Я бы теперь хотел поговорить немножко о серьезном. Завтра в Белоруссии очередное воскресенье. И опять это классная новая тактика. Вы меня много спрашиваете. Прокомментируй того, прокомментируй этого. Я бы не хотел комментировать тех блогеров, которые сейчас еще на свободе. С кем-то я согласен, с кем-то не согласен. Но это ваши блогеры. Я не хочу никого обидеть. Я хочу вам только показать и сказать, с кем из публичных личностей Беларуси я полностью согласен и кому я очень симпатизирую. Я хочу, чтобы перед воскресеньем вы еще один отрывок от Вадима Прокопьева посмотрели, зарядились энергией. Потому что его название «Дожима» через мирные протесты — это очень круто. А те, кто не видел его интервью целиком, я советую посмотреть в интернете. Очень сильное интервью. По меткому выражению Владимира Цеслера, дожимки. Я точно так же считаю, что очень важно проговаривать какие-то смыслы сейчас и мотивировать людей. Я всерьез считаю, что победа достижима. Она очень недалеко и не за горами. Я объясню почему. Нас очень много. Это раз. Мы значительно умнее, изобретательнее и креативнее, чем люди, которые окружают Лукашенко. Это 2. 3. Мы мотивированы значительно сильнее, чем его окружение. Это 3. 4. У нас нет оружия, у них есть оружие, но они не готовы его применять. И если они готовы его применять при каких-то обстоятельствах, то на нашей стороне включается другой ресурс. И этот ресурс называется
большое количество очень злых мужчин, иногда со специальными навыками. Эта фаза будет проигрышной для режима, потому что партизанскую войну при таком количестве, при таком соотношении сторон выиграть у них не получится. Я надеюсь, что она не начнется. Я надеюсь, что мы обойдемся действительно мирным давлением. Я объясню, почему это возможно. Лукашенко окружен с 3 сторон: с запада, с севера и с юга. Очень недалеко то время, когда для него закроется и 4-я сторона. Я просто сторонник мирного решения вопроса. Я абсолютно уверен, что диктатор ждет радикализма, чтобы применить еще более ужасную жесть и объявить, что это вооруженное восстание. Это ему на руку. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. И я верю, что вы его дожмете. Посмотрите у Степы, кто не видел это интервью на Ютубе. Там 30 минут, они классные. Маленький все-таки комментарий скажу по поводу одного вашего блогера. Не хочу вслух говорить. Те, кто его фанаты, поймут. Почему я абсолютно не разделяю его точку зрения, потому что он требует только радикальной революции. Он рассказывает, что Степа Снегты еще малыш и ничего не понимает и слишком о себе возомнил. А я уверен, что благодаря Степе получилась сумасшедшая коммуникация всего белорусского народа, и он не оказался оторванным от информационного поля. И когда он наезжал на Макса Каца, что это он лезет сюда с разговорами про Беларусь. Меня это тоже, скажем, спокойно возмутило. Я считаю, что в такой ситуации, в которой оказались люди, а они оказались в беде, об ихней проблеме должен знать весь мир. И абсолютно все адекватные, нормальные люди должны доносить по крупинке мировому сообществу, просто людям со всей планеты Земля, какая творится жесть в Республике Беларусь. Поэтому с Русланом я не согласен. Я, освещая события в Беларуси, абсолютно не преследую никаких целей. Я просто очень переживаю за людей. Я очень сильно ненавижу диктаторов. А сейчас, после переговоров с человеком Массандрой, если ленточки ездит снимать пресс-секретарь, теоретически я не знаю даже, как можно говорить о поддержке Лукашенко, если они вынуждены российских госпропагандистов затягивать к себе, чтобы те работали на государственном телевидении, потому что белорусы отказываются работать. И все видеосюжеты у них все фейковые, все с подставкой. Еще одно в завершении короткое видео, как работают эти постановы. Здесь у нас небольшое хозяйство. Курятник сделал супруг собственными руками. Вот у нас замечательный петух, 8 курочек.
Роль правильной белорусской женщины в исполнении Юлии Артюх пользуется спросом на государственном телевидении Беларуси. Как глава благотворительной организации она рассказывает в эфирах о детских болезнях. Конечно, это был огромный удар. Как жить, что делать? Ребенок не такой, как все. Как многодетная мать, Юлия осуждает уличные протесты и беспорядки. Вот эти вот их действия, которые радикальные, агрессивные, ну так нельзя, и все возмущены. Я испытываю ужас, непонимание и недоумеваю просто. Как участница, Юлия рассказывает об автопробегах в поддержку Александра Лукашенко и как телеведущая расспрашивает о них же. Мы собираемся, мы общаемся, мы встречаемся с друзьями. Вы постоянная участница автопробегов. Какие у вас ощущения? Что поменялось в этой традиции? Юлия Артюх появляется в утренних шоу как успешная женщина и на массовых мероприятиях как гражданская активистка. Еще одна роль жены офицера оказывается востребована и на российском телевидении. Мой муж офицер, и как другие офицеры, готов защищать нашу Родину до победы. Беларусь. Вас 97%. Вы обязательно победите. Надо дотерпеть. Если у них даже для телевизионной картинки нет людей, чтобы рассказать, как они любят нелегитимного, у них вообще ничего нет. Мирно, спокойно дожимайте. А если вы смогли досмотреть это до конца, вы должны знать, хороших людей больше. Живе Беларусь, слава Украине. И вчера попросили добавить «Россия без Путина». И тогда всем народам будет классно. Всего доброго. Хорошего вам воскресенья. Беларусь, я тебя люблю.